Здорово, пацаны! Тот видос про раскрутку колеса набрал уже достаточное количество просмотров, и так как мы обещали, сегодня мы покажем, как сделать колеса в домашних условиях. Ссылка на видос про раскрутку колеса вот здесь, если что. Ну, если кто не смотрел, а первым посмотрел этот видос. Давай покажу, расскажу, что нам понадобится для этого. Колесо покатанное, с которого мы будем снимать форму. Но оно не сильно покатано. Было бы новое, мы бы сняли с нового. Но у нас не получилось раздобыть новые колеса. Еще нам потребуется баночка силикона, полиуретан, из которого, собственно, будем лить колесо. Ну и там по мелочи всякие пластилины, скотчи, стаканчики. Давай покажем, что как. Давай расскажу про формочки. Даже колхозных формочек можно сделать много разных, разными способами. Так, тогда мне нужно рисовательное что-нибудь. Минутка науки на канале. Начнем с колхозных форм. Есть два варианта колхозных форм, которые мы можем сделать. Первый вариант в разрезе показываю. Это опалубка из скотча. В нее мы ставим колесо. Заливаем сначала одну часть, вот это залито силиконом. Потом заливаем вторую часть. И тут у нас литнички. Вторую часть. Заливаешь сюда вот полик. Открываешь, когда он застыл, достаешь готовое колесо. Второй способ. Мы ставим колесо бочком, и форма у нас будет вот так вот разъезжаться. И вот здесь вот литничок. И третий вариант, самый бичевский. Формочка, колесо. Ставим эти для заливки литники. Назовем их литники. И заливаем все сходу силиконом. Вот так, насквозь. А потом вынимаем формочку, режем ее ножом вот так вот на две части и заливаем. Это самый простой вариант, но мы сегодня попробуем сделать вот этот. Он посложнее, но зато понадежнее. Ну, это из того, что можно дома сделать. Ну, короче, пробуем. Скорее всего, получится вот этот вариант. Но будем надеяться, что получится вот этот вариант. А вот это, кстати, пластилин. Зачем он нам нужен, сейчас покажу. Формовочный или просто? Обычный пластилин. Упал. Во, ништяк. И это сейчас заливаем. Вот, пацаны, мы, короче, все приготовили. Не обращайте внимания на звук, мы его вообще практически не слышим уже. У нас есть весы, силикон и твердоска силикон. Короче, если у тебя дома холодно, то у тебя вряд ли что-то получится, потому что силикон застывает при определенной температуре комнатной. Комнатная — это градусов 24. Если дом холодно, он может застывать и неделю. И вот смотри, может и вообще не застыть. Вот мы греем материалы вот так вот на обогревателе. После вскрытия надо перемешать обязательно, потому что там на дно всякое оседает. Теперь отмеряем нужное нам количество. Я пока не знаю, сколько нам нужно. Сейчас визуально прикину. Я думаю, вот этого вполне должно хватить. Короче, это 250 грамм. Ну так вот, у этой штуки есть отвердос. То есть, если так его залить, он не застынет. Количество отвердителя, которого надо добавить, оно написано на упаковке. Конкретно здесь на 100 грамм этого, 5 грамм вот этого. 5, 6, 7. О! Давай еще чуть-чуть добавлю. Просто если добавить чуть больше, быстрее застынет. Сечешь? Потому что это не отвердитель, а катализатор. И теперь все это активно смешиваем. Надо очень тщательно это сделать и за короткий промежуток времени, потому что оно начнет густеть достаточно быстро. Поэтому прям вот так вот супер оперативно промешивается все. Делается перелив в другой стакан. Это для того, чтобы на стенках не остался непромешанный состав. Непромешанный силикончик не отвердится. Делаем перелив, опять перемешиваем тщательно, смотри, вот так вот, покажи, это очень важно. Перемешали, и можно лить. Лить просто с самой верхней точки. Типа
на всю формочку. Чем тоньше вот эта струйка, тем меньше пузырей будет на форме. А чем меньше пузырей, тем качество выше. Ну вот сейчас вот первую половину формы отлили. Ждем минут 20-30 и делаем вторую половину формы. Короче, прошло некоторое количество времени. Одна половина силикона застыла. Сейчас изымаем пластилин и льем вторую половину силикона. Пластилин тепленький, хорошо изымается. Смотрим, мы сейчас все это протираем от пластилина. Очень красиво. Теперь сбрызнем ВСМ-очкой. ВСМ-очка – это восковая разделительная смазка. Если без нее силикон с силиконом садгизирует. Нам надо немножечко сбрызнуть. Пахнет очень вкусно. Мы когда вынем форму, эта штука останется не пролитая. Я их сделаю два, чтобы в одну лить, а из другой воздух выходил. О, пристыковался нормально. Ну и делаем второй замес силикончика. И делаю все как в первый раз, прям заливаю. Главное, чтобы везде пролилось медленно. Тонкой струйкой, меньше пузырей, лучше качество. Ждем 30-40 минут и можно лить поливуретан. Я, короче, сразу нарисую себе, что вот форма вот так вот позиционируется, чтобы мне потом ее не перекосило. Смотри, убираем излишки. О, как поносик где-то. Убираем колесо. Вот у нас отливочка. Теперь весь детский понос убираем с формы. Еще теплый. Сырая тряпка. Влага и поливуретан абсолютно не дружат. Если вы добавляете влагу в поливуретан, у вас из поливуретана получается пенополиуретан. Ну, типа, жалко переводить дорогостоящие материалы на пену. Сечете, пацаны? Если сечете, напишите в комментах, что сечете. Типа, йоу, я секу в этой теме. Берем разделительную смазку на всякий пожарный. Пшикаем верхнюю часть. Пшикаем нижнюю часть. Чуть-чуть. Ждем 2 минуты. Даже минуту, наверное. Да, даже 30 секунд. 30 секунд прошли, да? И интегрируем верхнюю часть в нижнюю. Встыковываем туда. Вот так вот. Вот. Идеально вошло. Можем мешать поливуретан. И нам надо сначала взвесить колесо, чтобы понять, сколько поливуретана нам потребуется. 55. 55 весит колесо скейтовое. Соответственно, чтобы сделать 55 с литниками, нам надо замешать по 30 грамм примерно одного и второго компонента. Инструкция, где написано, что это ядовитая херня и нельзя ей дома пользоваться. Кто не верит, можете прочитать. 30 грамм. А во второй стакан мы наливаем также по объему, ну типа не обязательно по весу, компонента Б. Чем человек не перемешал, тем некачественный продукт получится. Я мешаю до тех пор, пока не почувствую, что он начнет нагреваться в руках. Как только он начал нагреваться, надо все завязывать. Это пальцами прям ощутимо. Все. Я почувствовал, что он нагрелся, я его заливаю. Буквально 10-15 минут. Попробуем изъять. Сразу закрываю для второй отливки. Нам же надо 4 колеса в итоге. Первый обычно комом идет. Я думаю, второй будет идеальный. Смотри, сейчас я отолью второй, а этот чуть-чуть подобработаем, пока он не застыл до конца. Ой, смотри, в этот раз из литников аж ливанул. Пока поливуретан не до конца застыл, я обрежу вот эти вот наплывчики. Вот эти все. Хочу обратить ваше внимание на то, что верхняя поверхность получилась очень пузырястая. Это не очень хорошо, на самом деле. Лучше было бы, если бы не было пузырей. Как их избежать? Надо было не как я вот так вот сидеть и перебалтывать. Надо было взять палочку и в течение 5 минут все это аккуратненько перемешать. Но у нас тут же псевдонаучный канал, поэтому сделали так. Вот, и заодно я сейчас, пока он до конца не застыл, он еще имеет такую мягкость. Я обрезаю вот эти вот лишние части. И как он окончательно застынет, мы просто болгаркой все это немножечко подровняем.
Кто-то щеночка мучит. Вот, идеально. Это уже лучше. И тут все пузыри в литки ушли. Это классно. Короче, пацаны залили 4-е по счету колесо и решили перелить 1-е, потому что 1-е колесо обычно комом. Все это знают. Потому что вот последние 2 вышли вообще без пузырей идеальные. Короче, прошло сколько там? 2 дня прошло, запекли еще немного колеса в печке, чтобы они поплотнее были. Сейчас поставим, натянем шкурочку и будет офигенно. Наверное. Твои ожидания какие? Мне кажется, эти колеса твердоваты, но они будут хорошо скользить. Короче, я считаю, что кататься будет на них нормально, но они будут легко флетспотиться, квадратиться, и они будут очень жесткие. Цвет мне нравится, стильный. Гриппуем. За грипп, кстати, спасибо подписчику, который под ником Солнечный ветер. Респект. Наконец-то пришло его время. Берегли для вот как раз таких случаев, когда что-то интересное надо затестить. Профессиональная обтралка гриба. Офигенный лайфхак. Ну, короче, сейчас мы немножко их проточим, чтобы они были покруглее. И уберем маленькие вот эти дефектики с них. Калинку. Калинку чуть-чуть. Уберем калинку. Это Stone Ground. Ну, пойдем попробуем, что ли. Пойдем затестируем. Очень хорошие из роликов, которые на мусорке нашел. Кто выкидывает такие вещи полезные на мусорку? Очень жестко и очень скользко. Катят? Катят, как обычные колеса, но они очень-очень твердые и просто смотри. Но я как не знаю, как тебе это показать. Ну они чертят, я вижу. Да. О, чертеж. Чё по флетспотам? Ничего, хорошо, все, круто. Всё чётенько? Да. Можно накат проверить? Проверь. Даже ребалк есть. Они катят? Да. Заспотилось колесо, но оно заспотилось, я тебе знаешь, что скажу, с доворота. Вот тут просто такое... Да, видно, все видно. Примятость. Сейчас О! сделаю. Куски прям летят, я вижу. Ой, какой хороший был, а? Это тебе не неабразивный гриб. Смотри, сколько черкашей. Ага. Как будто мелком рисует. Смотри, как легко стирается. Ой-ой-ой. Очень большой флотспот. Не, ну они имеют огромные плюсы для тех, кто слайдит. Нет, они, вот это выглядит сейчас как лангардический фрирайд спот, да? Да, да. Метров 6. Прикольно. Это очень фановая херня.
поугарать можно. Но мне знаешь, что нравится больше всего? Ну? Накат есть, понимаешь? О. Тут прям максимально. Ага. Подлечим. Подлечим. Вот, этот полик мы брали не только для колес, а для другого проекта с вечным скейтом. Чтобы ударные нагрузки он держал. Вот, я все равно считаю, что эксперимент удался. А если видос соберет 100 тысяч просмотров, мы делаем это прям профессионально. Заказываем формы на чепухе или в токарке алюминиевые. Берем нормальный полик, там 195 вот такой жесткости, льем из него. И снимаем видос о том, как сделать профессионально. Зальем сразу штук 10 комплектов и разыгрываем. Что ты сказал? Разыгрываем штук 10 комплектов. Так вот, пацаны, теперь переходим к оценке. Начнем с минусов. Из минусов стираются быстро, соответственно, флетспотятся быстро. Еще из минусов... Ничего. Больше ничего? Да. Единственный минус, но они здоровые, эти минусы. Из плюсов себестоимость, она выходит где-то 400 рублей за комплект. Не особо дорого. Можно легко научиться паверслайдить, потому что они жесткие. Сам стилек, они прозрачные такие, типа кайфовые. Можно подкрасить, вообще офигенно будет. И там их разных цветов можно сделать. Еще из плюсов прикол в том, что ты катаешься на супер жестких колесах. Ты таких в продаже не найдешь. Это прям реально супер жесткие колеса. Ну и сейчас типа оценочка. Твоя какая? 5 колес из 10. 5 колес из 10. Я с тобой, наверное, соглашусь. Тоже 5 колес из 10. Вот тут вот будет. Бам-бам-бам-бам-бам! 5 колес из 10. И сейчас мы дополнительно потестим. Вот у нас 5 же колес было, мы отлили 5. Которое самое такое, типа, стертое. Сейчас мы будем тестить. Что, начнем? Давай с этого, с разрушаемости. А где наша кувалда? Проверка на раскалываемость ударом кувалды. Со всей силы бью. Никаких повреждений видимых. Ну, чуть-чуть что-то такое. Это флетспот недотертый. Все нормально? Да, вообще ничего. Проверка на разрубаемость. Угу. Мимо. О, попал. Вот, смотри, заглубление. Следы остаются. Угу. Последняя проверка, если ты случайно заехал в огонь. На горючесть. Угу. Где наш спирт? Желтеет. А полик не взрывается? Ну да, ну такое стало. Мягче. И разрушаемее. Че, спасибо за просмотр, пацаны. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить то видео, когда мы будем лить профессиональные колеса, когда соберем 100 тысяч просмотров. Всем пока.